Всем привет! У нас второй выпуск социалки. И, как вы уже догадались по первым кадрам нашего видео, сегодня мы снимаем Щелканскую школу! Последние 5 лет я получаю критику, что постоянно я одеваюсь одинаково в одно и то же. Но это связано не с тем, что у меня нет вкуса, а с тем, что у меня нет одежды. В честь съемок нашей родимой школы я одел свой выпускной пиджак. Когда мы выпустили коротенький ролик про больницу, мы получили небольшую критику по поводу того, что, дескать, зачем вы вообще снимаете подобные ролики? Это вы видите, вы в первый раз увидели больницу, типа, все и так знают, что у нас, типа, плохо. Но посмотрите вот на вот это вот. Вы считаете, что это нормально? До какого уровня скатилось у нас вообще восприятие действительности, что все считают, что вот это вот все нормально? Мы сейчас снимаем в действующей школе. Это школа, где учатся ученики младших классов. Зачем ты сел около толчка, дескать? Типа, это же самое там такое некрасивое место, ты выставляешь как-то школу в дурном свете. Вот это видят дети, это учатся ваши дети. Не мои, у меня детей нет, у меня совесть чиста. А ваши дети учатся, они ходят вот в такие вот толчки. Мы ходили в толчки вот в такие, когда были маленькими. Поэтому это не норма. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Это у нас здание столовой. Тут дети здорово питаются или здорово питаются. В столовую можно попасть. Дверь, короче, в столовую не обязательно открывать. Можно попасть именно отсюда. Вот видите, там небольшое вентиляционное, наверное, отверстие. Вот. Это еще к теме утепления. Все тоже здание столовой. Вот. И по его виду мы сразу понимаем, что тут как бы все хорошо. Готовится полезная и здоровая пища. На этой площадке мы приобщались к спорту. Вот. Тут у нас, вот, как видите, качественные футбольные ворота. Если присмотреться, очень четко видно штангу. Вот она идет сюда, потом туда, и вот тут вот. Это уже самодеятельность. Да ты тут приобщался, я приобщался вон там. Ну, не на кладбище, вон там. Кладбище Не, вот Не, здесь. а мы тут тоже почему-то приходили. Помнишь, мы играли? Ну, тут помню. Вот здесь. Как мы уже убедились, школа обладает нехилой инфраструктурой. Вот. Присутствует виселица, также некислая спортивная площадка со всеми необходимыми тренажерами. Вот. Немного ржавыми, но тем не менее присутствующими. Вот. Также в качестве инфраструктуры школы можно отметить наличие кладбища на заднем дворе. Да прям за стеной. Оно же раньше вообще еще и не огорожено было. Была просто пушечка. Кладбище, тем не менее, на заднем дворе у них присутствует. Видимо, чтобы ученики не забывали о хрупкости бытия в этой бренной вселенной. Вот. Оно раньше было не загорожено, тут была сетка просто рабица натянута. Ну, она там, где она там сгнила, обвалилась, где что. И все это было прозрачно, то есть ты мог просто со школы перелазить сюда. И одна учительница, привет, рассказывала мне, что постоянно вот эти дети, которые вот первый раз, ну, это же начальный класс, это первый, третий класс, это самая малышня. И вот они раз вот это увидят, как конфеты тут на Пасху выкладывают, они потом задалбывают каждый день, а сегодня конфеты будут, а сегодня будут. И вот это даже кладбище приносит детям радость. Поэтому вот видите, как все позитивно. Не все так грустно, как казалось бы. У них недавно был прикольный прецедент, у них украли камеру видеонаблюдения наружного. И она ничего не записала, остальные камеры даже ничего не записали, потому что они не были подключены. Вот этот аппендикс, который привез к зданию, это новый толчок. Современный, теплый туалет в 2020 году. А? Еще кто-то говорит, что у нас ничего не развивается. Шах и мат, атеисты. Иногда нужно откачивать канализацию. И поэтому у нас тут вонючие реки. Эх, я прям вспоминаю детство, вот эти городки, затопленные парашей. Это вонище. Да, вон, смотри, вон, на полную. Там воду засними. Видно там? Вот. По всей стране в различных учебных заведениях проводятся всякие антитеррористические программы. В нашей школе благодаря этой программе появились вот такие вот чудесные ворота. Они надежно предохраняют от Аль-Каиды и всяких других противников и врагов наших детей. В программу
антитеррористической защиты входит вот такая вот специальная брешь. Вот. Брешь в Так. заборе, она вводит Ну, небольшую сумятицу. террорист с для бомбой террористов. не пройдет. Судя вот по наличию детских следов, также эта брешь выполняет функцию запасного выхода при эвакуации. В заднем плане мы видим пункт металлоприема, куда я отправился, скорее всего, недостающий участок забора. На крыше школы отсутствует сверху конек. Идут листы шифера, а между ними, вот под самый верх, должна сверху вот так тут надеваться труба, чтобы сюда не попадал снег и другие осадки. У них просто сейчас вот эта вот часть крыши открытая, то есть весь снег, дождь, все льется вообще внутрь. Программа благоустройства включает в себя безопасные козырьки с уникальной системой водоотведения, которая задерживает очень опасные куски льда и не дают пробить голову ничего не ведающим детишкам. Вот. Но, как мы видим, работает она не очень хорошо, потому что куски уже валятся сюда. В доме находится также другая часть уникальной системы водоотведения, то есть вода по специальному желобу попадает вот в это вот отверстие, вот, из него она под действием силы ветра, поток этот воды завихряется и попадает вот в этот уголок. Дальше поток воды очень хитрым образом, ламинарно, без перемешивания, перемещается вот сюда вот, и уже оператор направляет поток струи в нужную сторону. Либо это для орошения цветов, либо для мытья ступеней. Ваш ребенок вырастет нормальным, если он видит вот такие вот виллы. Это вообще нахрен что? Почему вот это вот здание находится Фу, на как- территории, Тут какашки, Серега, на я не территории хочу. школы? Вот тут местный житель, он нам, возможно, поможет в обзоре. Ты не учился в этой школе? Привет. Как там, нравится? Вон там, помнишь, там туалет? Да. Развалился. А, он сам развалился? Да. А, нормально. Чуть погода была хреновая. На территории школы располагается еще один туалет. Новый, это свежепостроенный. Как нам вот сейчас пацан этот заходил мимо, сказал, что старый, он просто развалился, его не демонтировали, а погода была хреновая, он развалился. Построили новый толчок. Но тут, конечно, уже Блин, опять тут какашки европейские, согласно всем европейским нормам, был возведен туалет, и сейчас, в принципе, тут все можно сказать. На территории школы также непосредственно в непосредственной близости, ну, за забором, считай, с какой-то скопищем непонятного мусора, какие-то доски. Хотя, вот, допустим, администрация у нас же штрафует, если у тебя грязный придворовой участок, если ты там перед своим домом не косишь траву, там не убираешь вот эти ветки, приходит штраф от администрации. Вот сюда кому-нибудь, блядь, хоть раз один штраф пришел вот за это вот уродство. Что это вообще за дерьмо, блядь? Какого хера оно тут лежит? Черный плащ, ты меня видишь? Ты смотришь меня? А ну быстро сюда, блядь, выпиши им предписание. Вот мы и добрались до последнего в сегодняшнем обзоре уличного туалета, которых в общей сложности, сколько сегодня, 4 уже было? Раз, два, три, ну да хрен с ним. Это учительский туалет, в котором педагоги могут справить свою нужду, как большую, так и малую. 3 года назад я работал в этой школе электриком, и у меня вот с этим чердаком была офигительная история. Тут идет электроснабжение вот этих вот корпусов. Тут кабинет труда, и стоят станки различные, которые потребляют много энергии. Вот. И энергоснабжение идет вот посредством вот этого вот кабеля, который спускается вон оттуда, чердачного вот этого окна до крыши вот этого здания. И один раз меня вызвал директор школы, пропало электричество вот в этих корпусах. Пролез вот в это вот окно, и там увидел, короче, вообще уникальную картину. Толстый трехфазный кабель
был положен, как бы там подоконник такой цинковый, и он загнут вот уголком. Этот уголок не завальцован, ничего, просто вот так тут буквой Г, острое железо. И какой-то сверхразум прокинул провод, и он лежал просто на вот этом вот уголке. И от ветра, от всяких там воздействий, он, естественно, елозил вот этот вот провод, изоляция протерлась, и он начал замыкать. И он, замыкая, прорезал как сваркой вот этот уголок почти до конца. Просто уже, ну, он потом переплавился, перегорел, и энергоснабжение прекратилось. Я офигел, я когда увидел это, потому что чердачное помещение это вообще это как повыше пожароопасность. Там к проводке, прокладываемой по чердаку, предъявляются особые требования. Там это намного серьезнее, чем провести, допустим, по стене какой-то провод. Там попытался ликвидировать все это, сделал там вроде все нормально, подвесил его повыше, чтобы он не цеплялся уже за это. Сказал, что в ближайшем времени это все надо переделывать, но денег нет, ну вы держитесь, поэтому, похоже, это осталось еще, наверное, как я сделал, так оно там все это и висит. А что тебя вот негативишь? Видишь? Новые пластиковые окна на спортзале. На, забудь все, что ты увидел. Тихонечко так. Оп, 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 оп. Ничего не происходило. Школа Я не выглядит совсем потрясающе. понял, за кого вы меня принимаете? Блин, За... тихо, тихо, тихо. Все хорошо. Еще. Еще две. Школа в потрясающем состоянии. Ну, а в общем состояние школы я оцениваю как удовлетворительное. Небольшой косметический ремонт, конечно, не помешает, но в целом она пригодна к эксплуатации. Детишки в полной безопасности.